Друзья, добрый день. Сегодня давайте поговорим об одной очень важной теме. Чрезвычайно часто возникает, я думаю, у моих зрителей тоже таких ситуаций полно. Человек стремится похудеть. Когда-то получалось. С каждым новым разом получалось все хуже и хуже. И теперь вот ситуация не получается. То есть вроде бы все, там очередная диета. Все, как тут написано, с утра то-то, в обед то-то, там калорий столько-то, это едим, то не едим. Хватает максимум на неделю, может и больше бы хватало, но результат за эту неделю оказывается чрезвычайно скромным. То есть человек вот так вот по ощущениям намучился килограммов на 5, взвесился там граммов 300 или там 700, абсолютно несопоставимым мучением получается цифра. Сразу представляешь, сколько тебе еще надо мучиться, чтобы сбросить эти ненавистные, допустим, 10 килограмм. И вот сегодня давайте мы поговорим именно об этих ситуациях. Как похудеть тогда, когда не получается. Часто бывает, перепробовал все, доктор, помогите, ничего не получается. И я тоже довольно долго искал диетическую стратегию. И сейчас, как мне кажется, я такую стратегию нашел. Значит, если не получается похудеть, друзья, самое лучшее – это так называемая низкоуглеводная диета. Другой термин – диета кето-диета, диета типа Аткинса. И вот знаете, вы про нее можете много разного читать, но вряд ли вы прочитаете вот о таком ее принципе, который, собственно, все это дело и вытаскивает. Наш организм, как и организм любого животного, существует в такой парадигме. Какую-то энергию мы потребляем с пищей, какую-то энергию мы расходуем для работы, в том числе и для добывания этой пищи. И весь животный мир существует вот в такой вот череде событий. Еда, энергия, поступающая с пищей, отправляется в запас, а та энергия, которую мы тратим на свою деятельность, извлекается из запаса. Это очень важный момент, друзья. Разрываются пути поступления энергии и расхода. Мы из запаса берем энергию, и мы как бы не зависим от поступающей энергии. Мы свободны от еды. Что делает нас зависимыми от еды? Углеводы. Углеводы – это тот компонент питания, который может использоваться организмом напрямую. То есть съел, в организме это расщепляется, образуется глюкоза, глюкоза всасывается в кровь, и спасибо, доктор, сразу питается головной мозг, питаются мышцы, все, мы работаем. Вот углеводов в питании человека оказалось чрезвычайно много, причем так было не всегда. Считается, что количество углеводов в нашем питании нарастает последние 10 тысяч лет. Это с точки зрения эволюции очень короткий срок, причем нарастает именно вот по принципу рафинированности. То есть углеводы становятся все более чистыми, то есть их легче и легче становится расщеплять, усваивать, всасывать глюкозу, и далее везде. И, наверное, ситуацию добило то, что где-то вот в последние 100 лет стал очень мощно расти в питании сахар. Сейчас доля сахара, говорят, где-то 20% от суточной калорийности. То есть до 100 граммов сахара в день люди едят, и я думаю, больше. Сахар – это просто вот ядерная бомба для обмена веществ. Обмен никак не был рассчитан на то, что вот такое огромное количество глюкозы будет поступать, всасываться, уровень глюкозы будет в крови расти, в тканях расти, там и воспаление, инсулинорезистентность, в общем, куча проблем. И вот далее возвращаемся. Кето-диета, она вот этот вот для нас, скажем, казалось бы, естественный, но для всего животного мира неестественный момент разрывает. То есть мы теперь, как все, раз мы убрали углеводы, вынуждены питаться из запасов. И появляется вот это ощущение свободы от пищи. Это все отмечают. Кетогенная диета на 5-6 день дает человеку подъем, расход энергии и свободу от питания. То есть человек может соблюдать практически любой режим питания. Как перейти на кетогенную диету? У нас есть пошаговая программа, 4 шага. Просто вот чтобы облегчить. Дело в том, что когда мы убираем углеводы, конечно же, мозгу это не нравится. Мозг привык, он в своих условиях, а тут вдруг где-то надо брать энергию, а ее нет. Значит, первый шаг, конечно, надо убрать сахар, варенье, мед, то есть максимально
убрать из питания сахар. В принципе, психологически здесь могут возникнуть проблемы. Мы любим сладкое, но физиологически проблем не будет, потому что пока у нас в питании есть другие углеводы. Могут делу помочь сахарозаменители, причем советую брать такие полезные типа инулина, олигофруктозы. По вкусу очень похожи на сахар, такой естественный приятный вкус, эритрит неплохой сахарозаменитель. И вот с этими сахарозаменителями можно пару квадратиков, пару долечек горького шоколада один раз в день, как удовольствие такое. Дальше идем. Вот где-то через 4-5 дней можно переходить ко второму этапу. Второй этап заключается в том, что вы из пищи убираете несколько продуктов с высоким гликемическим индексом. Это не сахар, это крахмал, но крахмал из этих продуктов очень быстро расщепляется, всасывается, и тоже возникает вот этот подъем глюкозы, который для мозга означает, как сказать, удовольствие. Вот. Это картофель. Это белый рис, это белая просеянная мука и все, что вот из нее делается. Хлеб, булочки, там вот эти батоны и так далее. Убираем. Теперь у нашего мозг остался один на один со сложными углеводами. Углеводами типа овсянки, типа гречки, типа вот таких вот макарон твердых сортов пшеницы, альденте, можно их варить на зубок. Вот это все мы уберем на третьем этапе. На третьем этапе тоже через неделю. У нас из углеводов, таких вот больших доступных, остались только фрукты, сладкие фрукты. Мы их уберем еще дня через 3-4 на четвертом этапе. То есть переход у нас занял где-то в целом 12-15 дней. Мы оказались в условиях, когда из углеводов у нас осталось чуть-чуть сахаров в овощах, чтобы было понятно, на 100 граммов огурцов 2 грамма сахара. Вот что такое сахара в овощах. И осталось немножко сахаров в молочных и кисломолочных напитках. Здесь тоже есть нюанс. Мы можем убирать молоко в пользу кисломолочных напитков. И вот наша диета. Рыбка, мясо, очень много овощей, полезные масла типа оливкового, типа льняного. Можно тут и сливочное масло, и сметанку, творожок. То есть питание получается, знаете, разнообразным и удивительно вкусным, потому что вот здесь открываются новые вкусы питания. И далее, вы знаете, на этом подъеме энергии, на свободе от пищи, человек начинает довольно быстро худеть. Темпы разные, где-то килограмм в неделю, 1,5 килограмма в неделю. Меня такие темпы не удивляют. Можно на этой диете увеличивать двигательную активность, даже советую это делать, где-то минуток 30 такой хорошей разогревающей ходьбы в день, или 2 раза по 20 минут, вполне достаточно. Обязательно надо нормализовать сон, обязательно надо каждый день взвешиваться, и на ближайшие 2-3 месяца вы реально можете потерять где-то 10-12 и так далее килограммов, причем процесс управляемый. Раз нет зависимости от пищи, значит вы можете эту диету сделать и пожестче. Например, применить интервальное голодание, когда мы едим, например, с 12 часов до 8 часов вечера. То есть 8 часов в день едим, 16 часов не едим. На других программах мозг не выдерживает такую паузу между приемами пищи, на кетогенной диете выдерживает. В общем-то, когда свой вес достигается, мы продолжаем ежедневно взвешиваться, и там можно 1-2 порции углеводов в день, типа, например, гречки или ломтик грубого хлеба, такие вещи можно вернуть в питание, будет получше. Пожалуй, так, друзья. Давайте, пробуйте, применяйте и будьте здоровы. До свидания.